Глава 2211. Насекомое с проклятием крови. Как только было объявлено о его прибытии, вся семья Сюй пришла в безумие. Лидер семьи Сюй Цзя и Сюй Циньюй не только поспешно вышли, чтобы поприветствовать его, но их также сопровождали старейшины семьи, в том числе Сюй Янь и Сюй Хо, которых Хань Ли встречал однажды в прошлом. Казалось, что семье Сюй удалось сохранить большую часть своих могущественных существ, несмотря на разрушительное дьявольское нашествие. Мы выражаем свое почтение старшему Ханю. Ваш визит действительно большая честь для всей нашей семьи», — сказал Сюй Цзя, уважительно поклонившись, и все старейшины также последовали его примеру. Будучи одной из крупнейших семей человеческой расы, семья Сюй могла в своем отношении сохранять намек на гордость за Хань Ли, ведь они знали его много лет, еще тогда, когда он был всего лишь практиком интеграции тела. Но они определенно не осмелились относиться к нему также теперь, когда он находился на стадии Великого Вознесения. Группу Хань Ли пригласили в главный зал для гостей, и, сев на главное место, он повернулся к Сюй Цзя и сказал: «Я уверен, вы знаете, почему я здесь. Фея Сюй уже сообщила мне текущую ситуацию с госпожой даосского духа крови, но я хочу, чтобы вы дали мне более подробный отчет, чтобы посмотреть, есть ли какая-нибудь дополнительная полезная информация». «Да, старший». Госпожа даосского духа крови внезапно вернулась в нашу семью около 7 месяцев назад. Таким образом, Сюй Цзя начал подробный рассказ. Хань Ли внимательно выслушал его историю, и после того, как пересказ был завершён, на его лице появилось серьезное выражение, когда он сказал: «Итак, прежде чем потерять сознание, уважаемая госпожа даосского духа крови сказала вам, что я единственный, кто сможет разбудить ее». Правильно, старший Хань. Будучи клоном нашего матриарха, госпожа даосского духа крови находится только на стадии пространственного закаливания, но из-за полунематериальной природы ее тела ей очень трудно выдерживать травмы. Однако она поражена и находится в состоянии, при котором на ее теле нет видимых повреждений, но она все это время оставалась без сознания. Я уже пробовал все, чтобы разбудить ее, но все безуспешно. Надеюсь, вы сможете оказать нашему матриарху одолжение, спасая ее, старший Хань, осторожно сказал Сюй Цзя. Это довольно интересно. Позвольте мне сначала увидеть госпожу даосского духа крови самому. Если я смогу спасти ее, я обязательно это сделаю, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Сюй Цзя был в восторге, услышав это. «Спасибо, старший Хань. Я немедленно отведу вас к ней. Пойдем со мной, брат Се. Серебряная луна, Гоэр, уважаемый Даосли, вы все можете пока остаться здесь», — приказал Хань Ли. «Хорошо, я подожду здесь с Гоэр и уважаемым Даосом Ли», — послушно ответила Серебряная луна. Что касается Ли Жуна и Чжу Гоэр, ни один из них тоже не осмелился высказать какие-либо возражения. Культиваторы семьи Сюй уже заметили Серебряную луну и остальных, но разница между их базами совершенствования была слишком велика, чтобы культиваторы семьи Сюй могли познать их истинные силы. Таким образом, культиваторы семьи Сюй тоже относились к ним с большим уважением. Оставив нескольких слуг с Серебряной луной и остальными, Сюй Цзя и старейшины семьи Сюй повели Хань Ли и Даоса Се в запретную зону семьи Сюй. Таким образом, группа вскоре прибыла в самую глубокую часть подземного каменного зала, где находился полупрозрачный гроб. В гробу лежала женщина в белом одеянии с плотно закрытыми глазами, и слой черной ци окутывал все ее тело. Это была никто иная, как клон кровной души феи ледяной души. Хань Ли подошел к гробу, и как только он приблизился к нему на расстоянии 10 футов, его сразу же поразило ледяное ощущение. «Это многолетний глубокий лед?» Хань Ли спросил бесстрастно. «Это действительно гроб, построенный из многолетнего глубокого льда, старший. Только этот материал может замедлить скорость, с которой угасает аура госпожи даосского духа крови», — поспешно объяснил Сюй Цзя. Сила ледника весьма эффективна для контроля большинства травм, поэтому неплохо было бы поместить даосскую ледяную душу в глубокий ледяной гроб мириады годов, пока вы все еще не уверены, каким именно состоянием она была поражена, сказал Хань Ли с легким кивком. Затем он обратил свое внимание на кровную душу и обнаружил, что не только черная ци исходит из всего ее тела, но и на ее надперенности был своеобразный малиновый символ, который слабо мигал. Брови Хань Ли тут же слегка нахмурились при виде малинового символа, как будто ему внезапно пришла в голову мысль. «Старший Хань, вы определили основную причину состояния госпожи даосского духа крови?» — поспешно спросил Сюй Цзя. «Я так думаю, но я не могу быть уверен. Мне нужно будет проверить ее состояние», — ответил Хань Ли, высвобождая свое духовное чувство к гробу. Несколько мгновений спустя выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он внезапно указал пальцем на свою надпереносицу, на которой появился третий демонический глаз. Как только демонический глаз открылся, полупрозрачная нить вырвалась изнутри, а затем исчезла в теле кровной души внутри гроба. В следующее мгновение полупрозрачная нить вернулась с малиновым насекомым размером с большой палец, пронзённым на ее переднем конце. В то же время малиновый символ на глобелле госпожи даосского духа крови мгновенно исчез.
Насекомое напоминало улитку с 8 усами разной длины на голове, и как только оно вышло из тела госпожи даосского духа крови, оно тут же начало неистово биться. Что это за штука? Как нам не удалось обнаружить ее в теле госпожи даосского духа крови? Воскликнул Сюйцзя, глядя на похожее на улитку насекомое с ошеломленным выражением лица. Неудивительно, что вам не удалось его обнаружить. Это насекомое с проклятием крови, которое не имеет видимой формы и сливается с кровью хозяина. Если бы я не вытеснил его своей духовной чувственной нитью, вы, скорее всего, никогда бы не обнаружил его, спокойно сказал Ханли. Насекомое с проклятием крови. Как мы раньше не слышали о таком коварном насекомом? Нерешительно спросил Сюйцзя. Хе-хе, это потому, что это насекомое нельзя найти на нашем континенте. Вместо этого его можно найти только на континенте Кровавого Неба, самом загадочном из 3 континентов Царства Духов, ответил Ханли. Континент Кровавого Неба. Как такое могло быть? Сюйцзя и старейшины семьи Сюй были ошеломлены, услышав это. Я никогда не был на континенте Кровавого Неба, но я некоторое время путешествовал по Громовому континенту и видел описание этого насекомого в книге на Громовом континенте, так что ошибиться невозможно, объяснил Ханли, и духовная чувственная нить, которую он выпустил, внезапно выпустила бесчисленные отростки нитей, которые внезапно обвились вокруг малинового насекомого. Полупрозрачная нить в мгновение ика исчезла, а багровое насекомое тоже было разорвано на бесчисленные клочья, прежде чем упасть на землю каплями крови. Насекомое с проклятием крови чрезвычайно зловещее, и его трудно изгнать даже существам на стадии интеграции тела, но как только оно выходит за пределы тела своего хозяина, оно становится полностью уязвимым, сказал Ханли с холодной улыбкой. Спасибо за урок, старший Хань. Что теперь будет с госпожой даосского духа крови? Обеспокоенно спросил Сюйцзя, взглянув на кровную душу, которая все еще была без сознания. Будьте уверены, теперь, когда насекомое проклятие крови изгнано, она в конце концов проснется сама. Однако у меня нет столько времени, чтобы ждать ее, поэтому я помогу ей проснуться немного раньше, ответил Ханли после короткого размышления. Спасибо, старший. Сюйцзя и старейшины семьи Сюй были в восторге и чрезвычайно благодарны, услышав это. Ханли отвел свой демонический глаз, затем подошел к ледяному гробу и внезапно указал пальцем на лоб кровной души. Всплеск огромной духовной силы немедленно вспыхнул в виде столба лазурного света, в мгновение ика исчезнув в теле женщины. Затем по велению Ханли духовная сила хлынула через все ее меридианы, очищая при этом все блокировки. Госпожа даосского духа крови издала болезненный стон, и ее брови слегка нахмурились, когда она медленно открыла глаза. Затем Ханли щелкнул пальцем, выпустив полосу зеленого света, которая с безошибочной точностью полетела в рот госпожи даосского духа крови. Увидев это, на лице Ханли появилась слабая улыбка, и он вышел из зала. «Приведите ко мне госпожу даосского духа крови, как только она полностью поглотит силу таблетки». Да, старший Хань. Сюйцзя и остальные были в восторге. Дао Си оставался таким же бесстрастным, как и прежде, когда он последовал за Ханли из каменного зала. Примерно через 15 минут пробудившаяся госпожа даосского духа крови предстала перед Ханли в главном зале для гостей. «Как ты себя чувствуешь, уважаемая госпожа даосского духа крови?» — спросил Ханли с улыбкой. Госпожа даосского духа крови выглядела довольно бледной, но она все же заставила себя улыбнуться и ответила. «Теперь я в порядке благодаря таблетке восполнения сущности, которую ты только что скормил мне, старший Хань. Таблетка восполнения сущности может помочь тебе восстановить часть твоей энергии, но если ты хочешь полностью восстановиться, тебе придется еще немного отдохнуть. Перед этим расскажи мне, как ты стала жертвой насекомого, проклятого кровью. Эти вещи чрезвычайно редки на нашем континенте Тянь-Юань», сказал Ханли с заинтригованным выражением лица. «Поскольку вы знаете о существовании насекомых с проклятием крови, я уверена, вы также знаете, что они не встречаются на нашем континенте Тянь-Юань. Я стала жертвой этого насекомого с проклятием крови на континенте Кровавого Неба, и если бы не особая природа моего тела, я, скорее всего, не смогла бы вернуться живой в нашу семью Сюй», вздохнула госпожа даосского духа крови. Глава 2212. Тайна котла. Значит, вы действительно побывали на континенте Кровавого Неба. По словам уважаемого даоса Сюйцзя, разве вы не собирались отправиться на Громовой континент? Почему вместо этого вы отправились на континент Кровавого Неба? Спросил Ханли. Сначала я действительно отправилась на Громовой континент, но, восстановив часть своих воспоминаний, я обнаружила, что мне также нужно нанести визит на континент Кровавого Неба, а этого я не предвидела. Госпожа даосского духа крови ответила с кривой улыбкой. Понятно. Насколько мне известно, насекомые проклятия крови чрезвычайно редки даже на континенте Кровавого Неба, и не любой культиватор может завладеть ими. Похоже, у вас, должно быть, были довольно большие неприятности на континенте Кровавого Неба, сказал Ханли с многозначительным выражением лица.
Это преуменьшение. Я нажила себе несколько могущественных врагов на континенте Кровавого Неба, и если бы мне пришлось вернуться на тот континент самостоятельно, очень велика вероятность, что это будет мое последнее пристанище, сказала госпожа даосского духа крови и вздохнула. А, похоже, ты планируешь снова вернуться на континент Кровавого Неба, заметил Хань Ли, слегка нахмурив брови. К сожалению, это путешествие, которое я должна совершить. Мои новые воспоминания говорят мне, что ледяная душа исчезла на континенте Кровавого Неба, и я уже собрала некоторые зацепки, но если я хочу найти свое истинное тело, то мне нужно совершить еще одно путешествие на континент Кровавого Неба. Эта поездка будет ничем иным, как обязательным мероприятием, смиренно сказала госпожа даосского духа крови. Итак, уважаемая даос ледяная душа исчезла на континенте Кровавого Неба. Неудивительно, что семья Сюй не смогла отследить никаких зацепок. Однако это все равно не объясняет, почему ты решила предложить мне котел небесной пустоты, сказал Хань Ли с пытливым выражением лица. Услышав это, в глазах госпожи даосского духа крови мелькнул странный взгляд, и она внезапно повернулась к другим присутствующим членам семьи Сюй, прежде чем проинструктировать. Теперь вы все можете идти. Мне нужно обсудить кое-что очень важное наедине со старшим Ханем, и я позову вас, если мне что-нибудь понадобится. Сюй Цзяо и другие не осмелились противостоять ее желанию, и он ответил. Да, старшая, мы будем ждать снаружи. Старший Хань, могу ли я попросить этих уважаемых даосов предоставить нам немного конфиденциальности? Спросила госпожа даосского духа крови, нерешительно глядя на Серебряную Луну и остальных. Похоже, госпожа даосского духа крови действительно хочет обсудить со мной что-то очень важное, поэтому мне придется попросить тебя тоже уйти, Серебряная Луна, спокойно проинструктировал Хань Ли. Серебряная Луна и другие, естественно, не возражали против этого, и они также ушли вместе с бесстрастным Даосом Се. Таким образом, Хань Ли и госпожа даосского духа крови остались единственными людьми в комнате. «Хорошо, ты можешь сказать мне, что ты хочешь сказать сейчас», подсказал Хань Ли с легкой улыбкой на лице. «Простите меня, старший Хань, но то, что я собираюсь рассказать вам дальше, касается очень конфиденциальной информации. Хотите узнать истинную цель небесного котла пустоты? Я планирую использовать его для обмена информацией с вами, старший Хань», сказала госпожа даосского духа крови с серьезным выражением лица. Обмен информацией. Услышав это, на лице Хань Ли появился намек на интригу. «Правильно, я могу заверить вас, что изучение этого секрета принесет вам огромную пользу, старший Хань», сказала госпожа даосского духа крови. «Если этот секрет действительно так полезен, как ты говоришь, то я, конечно, не был бы против обмена, но сначала тебе придется убедить меня, уважаемая госпожа даосского духа крови», ответил Хань Ли. «Я знала, что тебя это заинтересует, старший Хань. Что касается истинного происхождения котла небесной пустоты, мне придется вернуться к возможности, с которой я столкнулась в человеческом мире. Котел на самом деле является сокровищем, которое я создала, пока пыталась воспроизвести сокровище, записанное на странице золотого нефритового фолианта, и его истинная цель не битва. Вместо этого его нужно использовать в качестве ключа. Таким образом, госпожа даосского духа крови начала свою историю, и сначала Хань Ли слушал со слабой улыбкой, но затем выражение его лица постепенно стало более серьезным, и в конце в его глазах даже появился намек на удивление. Примерно через полдня Хань Ли покинул семью Сюй и отправился к центру человеческой территории на гигантском белом ковчеге. «Ты довольно долго разговаривал с госпожой даосского духа крови, брат Хань. Что она с тобой обсуждала?» — спросила Серебряная Луна. «Не так уж много, мы просто заключили соглашение», — ответил Хань Ли с улыбкой. «Соглашение». В глазах Серебряной Луны появилось задумчивое выражение. «Вы также можете назвать это обменом», — небрежно добавил Хань Ли. Серебряная Луна лишь улыбнулась и не задала дальнейших вопросов. Ли Жун тоже была очень заинтригована, но знала, что не может сравниться с Серебряной Луной, поэтому приняла мудрое решение промолчать. Напротив, Жу Гуэр не особо задумывалась об этом и спросила. «Старший Хань, куда мы пойдем дальше?» «Следующий наш пункт — Священный остров. Мы отправимся туда». «Уважаемый Даосли, я рассчитываю на то, что вы возглавите путь», — сказал Хань Ли. «Будьте уверены, старший, я обязательно доставлю нас на Священный остров как можно скорее», — поспешно сказала Ли Жун в приподнятом настроении. Хань Ли кивнул в ответ, и внезапно гигантский ковчег, на котором они находились, ускорился примерно в 2 раза, почти мгновенно исчезнув вдалеке, как длинная полоса света. 2 месяца спустя. В чрезвычайно уединенном горном хребте на границе территории людей и демонов находилось огромное море тумана, которое простиралось настолько далеко, насколько могли видеть глаза, и охватывало почти треть всего горного хребта. Однако, пройдя около 10 тысяч километров в море тумана, они обнаружили остров, парящий в воздухе на высоте несколько тысяч футов, с сотнями массивных метеоритных камней, медленно вращающихся вокруг него.
Каждая гигантская скала имела размер несколько акров, и на каждой скале рядом с группами воинов в доспехах располагалось несколько зданий. Также было несколько летающих лодок и повозок, которые время от времени заходили на гигантский остров и покидали его, патрулируя окрестности. В воздухе вокруг острова можно было увидеть серию световых барьеров, простирающихся практически по всему небу. Это был не что иное, как почитаемый священный остров, и его защита была действительно весьма грозной. В зале в центре острова на 2 рядах стульев сидело около дюжины старейшин стадии интеграции тела в одеждах разных цветов, и у всех на лицах было тревожное выражение. «Фея ли скоро должна быть здесь, верно?» — спросил чисто выбритый мужчина. «Не волнуйтесь так, уважаемый Дао Сюнь, фея Жун заранее сообщила нам, что прибудет сегодня, так что она обязательно приедет», — ответил пожилой мужчина. «Я, естественно, осознаю это, но сейчас уже за полдень, и я просто обеспокоен тем, что они могли попасть в аварию», — вздохнул чисто выбритый мужчина. «Хе-хе, что может пойти не так, если их сопровождает старший Хань?» Женщина в белом халате усмехнулась. Действительно, силы, продемонстрированные старшим Ханем во время его церемонии, скорее всего, ставят его выше даже старшего Мо и старшего Сяо с точки зрения силы. «Если бы не это, мы бы не ждали его здесь так долго», — сказал пожилой мужчина с кривой улыбкой. Тем не менее, слухи остаются всего лишь слухами. Никто из нас никогда не видел старшего Ханя в бою лично. Если он действительно достаточно силен, чтобы с легкостью серьезно ранить монарха черную сову расы Якша, то это было бы весьма необычно, сказал чисто выбритый мужчина с нерешительным выражением лица. Даже если слухи немного преувеличены, это определенно правда, что старший Хань намного могущественнее, чем среднестатистическое новое существо на стадии Великого Вознесения. Вдобавок ко всему, и старший Мо, и старший Сяо исчезли в царстве старших дьяволов, а старший Хань единственный, на кого мы можем рассчитывать в их спасении. Независимо от того, как мы на это смотрим, нам крайне важно помочь старшему Ханю изо всех сил, без колебаний сказал пожилой мужчина. Это действительно так, но мы уже сильно обидели его, попытавшись забрать его ученика. Старший Хань не собирается мстить нашему священному острову, не так ли? Чисто выбритый мужчина вздохнул с кривой улыбкой. Выражения лиц некоторых других старейшин слегка изменились, когда они услышали это. Будьте уверены, старший Хань смог перейти на стадию Великого Вознесения, так что он определенно не мелочный человек. Кроме того, мы делали только то, что было лучше для наших двух рас, поэтому я уверен, что старший Хань не стал бы этого делать. Не думаю, что он будет винить нас в этом, беспечно сказал пожилой мужчина. Услышав это, выражения лиц других старейшин немного смягчились. Когда пожилой мужчина собирался сказать что-то еще, снаружи внезапно раздался приятный голос. Похоже, все собрались. В таком случае мне не придется сообщать всем вам о моем прибытии по одному. Как только этот голос затих, в зал вошли 3 женщины. Это были никто иные, как Ли Жун, Серебряная Луна и Чжу Гоэр. И Ли Жун была той, кто только что говорил. Однако Хань Ли и Даоса Се нигде не было видно. «Ах, фея Ли, коллега Даос Серебряная Луна, старший Хань уже прибыл?» Тут же спросил пожилой мужчина, поднимаясь на ноги. Старший Хань действительно уже прибыл на наш священный остров, но сначала он отправился куда-то еще. «Будьте уверены, он скоро присоединится к нам», — ответила Ли Жун с улыбкой. Глава 2213. Небесная библиотека фолиантов. Тем временем у подножия высокой скалы в центре священного острова Хань Ли пристально смотрел на массивную кристаллическую стену высотой около 1000 футов. Даос Се стоял рядом с ним и тоже оценивал гигантскую стену. Примерно в 80 футах от них двоих в стороне с благоговейным выражением лица стояли 2 пожилых мужчин в зеленых одеждах. Они, естественно, были стражами этого места, и оба находились на поздней стадии пространственной закалки. Как только Хань Ли прибыл, он выпустил часть своего духовного давления на стадии Великого Вознесения, и пара пожилых мужчин немедленно предоставила ему доступ. В этот момент Хань Ли уже окинул взглядом содержимое всей кристаллической стены, и его внимание в настоящее время было сосредоточено на нескольких древних золотых иероглифах, которые занимали 3-е место в списке. «Меч удара глубокого небесного духа», — пробормотал Хан Ли про себя, рефлекторно начав поглаживать собственное предплечье. Некая диаграмма на предплечье начала нагреваться и слегка пульсировать под кончиками пальцев. Хан Ли выдохнул, прежде чем внезапно спросить. Является ли этот меч удара глубокого небесного духа новейшим глубоким небесным сокровищем в списке? Я слышал, что все расы на континенте Тянь-Юань изо всех сил пытались найти его, когда он впервые появился. 2 пожилых мужчин в зеленых одеждах переглянулись, прежде чем один из них вышел вперед и ответил. Действительно, старший. Когда это глубокое небесное сокровище впервые появилось в списке, даже некоторые суперрасы с других континентов посылали людей на его поиски, но по какой-то причине никому из них не удалось его найти, и после этого никаких новостей о нем не поступало.
Однако я уверен, что эти основные расы все еще ищут его в тайне. Возможно и так. «Пойдем, братья», — сказал Ханли с улыбкой и сразу же ушел. «Мы очень польщены вашим визитом, старшие». Во время разговора пара пожилых мужчин в зеленых одеждах поспешно поклонилась им. Вскоре после их ухода Хань Ли внезапно спросил: «Братья, ты знаешь что-нибудь о мириадах хаотических духов? Я не помню этого объекта, и я никогда не слышал, чтобы мой прошлый мастер упоминал о нем, но только сейчас я почувствовал в нем намек на бессмертную духовную ци». Бессмертная духовная ци? Хань Ли был ошеломлен, услышав это. Действительно. Ее далеко не в изобилии, но она чрезвычайно чистая, не менее чистая, чем бессмертная духовная ци в духовной жидкости, которой вы меня снабжали, ответил Дао Се. Это довольно интересно. Прошло много лет с тех пор, как наше царство духов потеряло контакт с царством истинных бессмертных, но кажется, что некоторые вещи не могут быть полностью разорваны, размышлял Хань Ли. Выражение лица Даоса Се осталось неизменным, и он не ответил на это. Священный остров был не очень большим, и с картой, предоставленной ему Лежун, Хань Ли вскоре оказался перед небольшой телепортационной формацией. Он вошел в формацию телепортации вместе с Даосом Се, затем наложил ручную печать, и раздался жужжащий звук, когда из формации вырвался белый духовный свет, после чего дуэт мгновенно исчез. В следующее мгновение перед павильоном высотой около 800 футов вспыхнул белый свет, и Хань Ли и Даос Се снова появились в другом строе. Небесная библиотека фолиантов. Хань Ли посмотрел на массивную мемориальную доску, висящую над входом в павильон, и странный взгляд мелькнул в его глазах, когда он сказал: «Пожалуйста, подожди меня здесь, брат Се, я скоро вернусь». «Давай, товарищ Даос Хань», — без колебаний ответил Даос Се. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем направиться к входу в павильон. Спустя несколько мгновений он обнаружил, что стоит перед бледнолицей пожилой женщиной. «Я слышал, что Небесная библиотека фолиантов хранит бесчисленное количество секретных техник. Сможете ли вы открыть ограничения и предоставить мне доступ, уважаемый Даос?» Пожилая женщина сидела в центре просторного зала на первом этаже, слегка нахмурив брови, внимательно оценила Хань Ли и сказала: «Вы мне не знакомы. Вы только что прибыли на остров. Видя, как вы зашли сюда, я уверена, что вы уже знакомы с правилами нашей Небесной библиотеки фолиантов». Она не смогла определить точную базу совершенствования этого человека, и это, естественно, стало для нее большой неожиданностью. Чтобы изучить секретную технику, я должен предложить определенную сумму камней духа или обменять ее на другую секретную технику, которой еще нет в коллекции библиотеки, верно? Спросил Хань Ли с улыбкой. Правильно. Вы планируете выдавать камни духа, верно? Каждая секретная техника чрезвычайно дорога, но это проще, чем предлагать другую секретную технику взамен. В коллекции библиотеки уже более 10 тысяч секретных техник, поэтому вам будет не так легко найти новые, усмехнулась пожилая женщина. Понятно. На самом деле у меня есть немало секретных техник, которые я собрал у иностранных рас. Вы можете изучить их, чтобы увидеть, есть ли какие-нибудь новые, сказал Хань Ли с улыбкой. Прежде чем пожилая женщина успела ответить, Хань Ли внезапно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив около сотни нефритовых полосок разных цветов, которые зависли перед пожилой женщиной. Рот пожилой женщины раскрылся от шока, и только спустя долгое время она спросила: «Все эти нефритовые пластинки были собраны у иностранных рас?» «Правильно. «Идите и осмотрите их, уважаемый Даос», — ответил Хань Ли. «Пожалуйста, дайте мне минутку, уважаемый Даос», — сказала пожилая женщина, наконец вернув себе самообладание. После этого она быстро схватила нефритовый листок, прежде чем вложить в него его духовный смысл. Техника исходного расщепления света, разве это неизвестная секретная техника расы летающих духов? Я слышала, что только основные существа летающих духов с чистейшими родословными способны изучить эту технику. «Это действительно секретная техника, которой наша Небесная библиотека фолиантов пока не обладает», сказала пожилая женщина с ошеломленным выражением лица после краткого осмотра. Кажется, вы очень хорошо знакомы с иностранными секретными техниками. Это действительно была секретная техника, которую я получил от расы летающих духов, но мне не подходит ее совершенствование, поэтому я никогда ее не использовал», Хань Ли сказал со слегка удивленным выражением лица. «Хе-хе, я известна как ведущий эксперт по секретным техникам среди наших двух рас. В противном случае мне бы не поручили присматривать за этой Небесной библиотекой фолиантов», удовлетворенно сказала пожилая женщина. После этого она убрала нефритовый листок и взяла на исследование еще один. Дьявольская техника 9 огней. Похоже, это дьявольская секретная техника, которая также является новым дополнением к нашей библиотеке. Небесный свет лазурного дерева — это секретная техника племени леса, которая уже есть в нашей библиотеке.
Пожилая женщина смогла определить происхождение большинства этих нефритовых пластинок, и, похоже, она не преувеличивала свой статус ведущего эксперта по секретным технологиям двух рас. Просмотрев всего около дюжины нефритовых листов, пожилая женщина уже была в шоке. Мало того, что эти секретные техники имели различное происхождение, около 2/3 из них были новыми для небесной библиотеки фолиантов. Вообще говоря, можно было бы раскрыть только один или два типа секретных техник для обмена в небесной библиотеке фолиантов. Такое большое количество секретных техник, предлагаемых одновременно, было неслыханно. Примерно через 15 минут пожилая женщина, наконец, осмотрела все нефритовые пластинки и выдохнула, прежде чем спросить. Среди этих секретных техник 61 из них являются новыми для небесной библиотеки фолиантов. Вы планируете обменять их все? 61, а? Это неплохо. Я использую их для обмена на 61 секретную технику из этой библиотеки, ответил Хань Ли с улыбкой. В таком случае я сразу же открою для вас ограничения на выбор других секретных техник. Я должна напомнить вам, что вы должны выйти сразу после завершения выбора, и эти секретные техники можно развивать только самостоятельно, их нельзя передавать другим. В противном случае, если на священном острове станет известно о вашем проступке, вы будете наказаны нашими силовиками, предупредила пожилая женщина. Будьте уверены, я буду ссылаться только на большинство этих секретных техник и по-настоящему развивать только некоторые из них, и я не передам их никому другому, ответил Хань Ли, взмахнув рукавом в воздухе, чтобы восстановить все нефритовые пластинки, отвергнутые пожилой женщиной. Хорошо. Сейчас я сниму ограничение, сказала пожилая женщина, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить мерцающий золотой значок. Затем она поставила ручную печать, прежде чем указать пальцем на значок, который немедленно выпустил вспышку серебряного света, которая устремилась к лестничной клетке. На лестнице раздался глухой стук, как будто открылось несколько невидимых ограничений, и Хань Ли быстро исчез вверх по лестнице, оставив пожилую женщину одну на первом этаже. Хань Ли не пробыл в павильоне слишком долго, прежде чем спокойно вышел из него, а затем, сжав кулаки, отдал честь пожилой женщине перед тем, как уйти. Кто это был? Он определенно не похож на обычного нового культиватора стадии интеграции тела, который только что прибыл на остров. Даже я не смогла установить его базу совершенствования, а он смог одновременно раскрыть так много иностранных секретных техник. Может быть, он, пробормотала про себя пожилая женщина, и при этом ее глаза постепенно загорелись намеком на понимание. Глава 2214. Снова вход в царство старших дьяволов. Тем временем Хань Ли только что вышел из павильона, когда в воздухе над ним внезапно появились 3 шара золотого света. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он увидел это, и он просто поднял рукав вверх, после чего шары золотого света мгновенно исчезли в его рукаве. Затем Хань Ли перевернул руку, и на его ладони появился золотой жук размером с кулак. Это был никто иной, как один из 3 монархов-жуков, которых он послал за монархом Черной совы. Хань Ли на мгновение оценил золотого жука, прежде чем слегка нахмурить брови и пробормотать про себя. Итак, монарху Черной совы удалось сбежать. При этом почти половина его тела была сожрана, и он был ранен гораздо больше, чем я ожидал, так что это неплохой результат. После этого Хань Ли спрятал жука, прежде чем в его руке появился нефритовый листок во вспышке зеленого света. Хань Ли перевел взгляд на нефритовый комбинезон, и на его лице появилась слабая улыбка. Несмотря на то, что он был свидетелем немалого количества мощных техник в небесной библиотеке фолиантов, его истинной целью была вторая половина техники владения молнией. Когда он получил технику владения молнией от демонов-монархов земной бездны, это была не полная версия. Божественная дьявольская молния, которую он мог выпустить, была чрезвычайно мощной, но ее установка занимала очень много времени и не имела никакого применения в практических сражениях. Узнав от мастера Черного дождя, что на священном острове есть вторая половина техники владения молнией, он сразу же решил заполучить ее. Найдя вторую половину техники владения молнией и обнаружив, что она может совпадать с первой половиной, он, естественно, пришел в восторг и немедленно взял нефритовый листок, содержащий эту технику. Что касается всех остальных секретных техник, которые он взял с собой, то это были всего лишь аксессуары. Однако были некоторые из них, которые привлекли его внимание, и он планировал обработать их, когда вернется. После быстрой оценки техники владения молнией, записанной в нефритовом листе, чтобы убедиться в отсутствии проблем, Хань Ли спрятал нефритовый лист, прежде чем направиться к телепортационной формации неподалеку. Даос Се все еще ждал его там, и он слегка кивнул Хань Ли. «Извини, что заставил тебя ждать, брат Се. Пойдем и встретимся со старейшинами Священного острова. Я уверен, что они устали ждать», — сказал Хань Ли с извиняющейся улыбкой. Даос Се, естественно, не возражал против этого, и поэтому они оба быстро ушли, используя формацию телепортации. Несколько дней спустя белый нефритовый ковчег поднялся со Священного острова и улетел вдаль. Хань Ли, Даос Се и Серебряная луна были в ковчеге,
и их сопровождал седовласый старейшина священного острова с фамилией Ло. Хань Ли стоял перед ковчегом, слегка нахмурив брови, и, казалось, размышлял о чем-то очень важном. Друг Даос Ло, монарх Черной Совы, был серьезно ранен мной, и он не будет замышлять заговоры против наших двух рас в течение, по крайней мере, нескольких столетий. Что касается других рас, я уверен, что они не осмелятся сделать ничего такого. Конечно, кроме существ в стадии Великого Вознесения в их рядах. Однако в качестве меры предосторожности вы должны убедиться, что новости о моем уходе не просочатся, по крайней мере, в течение следующего столетия, проинструктировал Хань Ли. Да, старший Хань. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить ваш уход из царства духов в секрете. Сказав это, вам действительно нужно уйти так скоро, старший. Вы только что достигли стадии Великого Вознесения, почему бы вам не потратить некоторое время на укрепление своей базы совершенствования, прежде чем войти в царство старших дьяволов? Нерешительно спросил пожилой мужчина. Прошло много времени с тех пор, как коллеги Даоса Мо Цзиньли и Осяа исчезли в царстве старших дьяволов, и они могут быть в серьезной опасности. Как я могу продолжать откладывать свое путешествие? Что касается консолидации, это не требуется для меня. Я перешел к стадии Великого Вознесения, в основном используется искусство совершенствования тела, поэтому мне не нужно много времени для консолидации, объяснил Хань Ли, покачивая головой. В таком случае я больше ничего не скажу по этому поводу. Пространственный узел, к которому мы сейчас направляемся, это тот, который использовался дьявольской армией во время их отступления. Хотя проход уже исчез и превратился в пространственный узел, время от времени поступают сообщения о сильных пространственных колебаниях, вырывающихся из него, поэтому ясно, что межмировые стены там все еще довольно хрупкие. С вашими силами и этой звездной пластиной вам должно быть легко проникнуть в царство старших дьяволов. Пока нет проблем с пространственным узлом, это не должно быть проблемой, ответил Хань Ли. Старший Хань, если вы готовы подождать еще немного, я уверен, что другие основные расы отправят больше людей в царство старших дьяволов для расследования. В конце концов, у них также есть существа стадии Великого Вознесения, которые отправятся в царство старших дьяволов, вмешалась Ли Жун. Хе-хе, даже если это действительно произойдет, эти люди будут беспокоиться только о существах стадии Великого Вознесения своих собственных рас, никого не будут волновать существа из малых рас, таких как наша. Кроме того, эти суперрасы, возможно, уже отправили больше людей в царство старших дьяволов для расследования. Я, конечно, не собираюсь задерживать дыхание и ждать, пока они изо всех сил стараются сообщить об этом нашим двум расам, холодно усмехнулся в ответ Хань Ли. Услышав это, Ли Жун и старейшина Ло замолчали. Тогда Хань Ли, казалось, пришла в голову мысль, и он сказал: «Тебе не о чем беспокоиться, брат Се и Серебряная Луна будут сопровождать меня в царство старших дьяволов, так что я смогу обеспечить самосохранение. Однако брать Гоэр с собой было бы небезопасно, поэтому мне придется попросить тебя присмотреть за ней. Будьте уверены, старший Хань, мы возьмем с собой Даоса Джу, чтобы она совершенствовалась на священном острове после вашего отъезда», поспешно ответил старейшина Ло с почтительным поклоном. Услышав это, Жу Гоэр слегка надулась от неудовольствия, но не осмелилась высказать какие-либо возражения. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и его губы слегка дрожали, когда он передал свой голос Джу Гоэр. Потребуется еще некоторое время, чтобы открылся вход в маленькое небо духов, так что оставайся на священном острове и занимайся самосовершенствованием. После того, как ты добьешься некоторого прогресса, ты сможешь позаботиться о себе, как только мы найдем маленькое духовное небо. Сердце Чжу Гуэр слегка дрогнуло, услышав это, и она немедленно кивнула в ответ. Что касается Серебряной Луны, она была очень обеспокоена безопасностью патриарха Осяа, поэтому, естественно, была более чем готова сопровождать Хань Ли в царство старших дьяволов. Таким образом, нефритовый ковчег продолжил свой путь, пролетев около полумесяца, достиг пышных лугов. Пролетев вглубь лугов в течение 2 дней и 2 ночей, ковчег остановился над остатками крепости. Это должно быть то место. Когда-то здесь располагались дьявольские войска, но оно давно заброшено, сказал старейшина Ло, сверившись с табличкой формирования в своей руке. Услышав это, Хань Ли поднял взгляд вверх и обнаружил, что, похоже, в этом месте не было ничего необычного, кроме покрова серых облаков на небе. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он указал пальцем на свою глобеллу. Третий вертикальный глаз быстро появился там среди всплеска черной ци, и как только глаз был открыт, он выпустил луч черного света, который в мгновение ока исчез высоко в воздухе. В следующее мгновение среди серых облаков раздался взрыв грохота, за которым последовал взрыв слабых пространственных колебаний, который был уловлен всеми находящимися в ковчеге. Старейшина Ло и другие были в восторге, почувствовав это, и Хань Ли кивнул, отведя третий глаз, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе. Бесчисленные сокровища формации тут же разлетелись во всех направлениях, прежде чем исчезнуть в воздухе среди вспышек света. Несколько мгновений спустя Хань Ли потер руки, прежде чем бросить их вниз, выпустив толстую золотую молнию, которая исчезла в мгновение ока.
В следующее мгновение раздался раскат грома, и появилось гигантское молниеносное образование площадью около акра. Затем Хан Ли снова опустил рукав вниз, и появился шар белого света, содержащий диск размером около фута. Это было не что иное, как широко известное сокровище, разрушающее миры, латы, бросающие вызов звездам. Как только пластина была выпущена, она закружилась в воздухе над гигантским образованием, а затем превратилась в серебряную луну, зависшую в воздухе. «Пойдем», — сказал Ханли, прежде чем сделать шаг вперед и исчезнуть на месте. Раздался глухой стук, когда Ханли появился в центре формации внизу, а вокруг него вращались молнии, а Дао Се и Серебряная Луна также последовали за ним. Ханли бросил прощальный взгляд на старейшину Ло и Лижун, затем поставил печать на руке и указал пальцем вверх. Серебряная Луна над формацией тут же издала чистый звонкий звук, после чего столб пятицветного света вырвался прямо в серые облака. В то же время из формации под Ханли раздался громкий раскат грома, и 6 столбов черно-белого света вырвались вперед, исчезнув в том же месте, где столб пятицветного света только что ударил в серые облака. Раздался сокрушительный грохот, и серебряная луна наверху тут же исчезла, сменившись гигантской черной дырой. Ханли глубоко вздохнул, и золотой свет исходил из всего его тела, охватывая 2 человек рядом с ним, прежде чем он взлетел полосой золотого света. Разразился взрыв сильных пространственных колебаний, и полоса золотого света мгновенно исчезла в черной дыре. Глава 2215. Стем-бареры. В воздухе над болотом, наполненным гниющей грязью, появилась массивная черная дыра, и изнутри черной дыры появилась полоса золотого света, содержащая несколько гуманоидных фигур. Это были никто иные, как трио Ханли. Ханли кратко осмотрел окрестности, после чего его брови слегка нахмурились. Вокруг них не было ни одного живого существа. После краткого размышления Ханли выпустил свое духовное чувство через окружающую местность, после чего он сразу же обнаружил, что на крае болота находится большое скопление каменных зданий. Этих зданий были сотни, и вокруг них было выставлено несколько защитных формирований. Однако эти образования были разрушены, и, проникнув своим духовным смыслом в здание, Ханли обнаружил, что их интерьеры были полностью уничтожены и что внутри них не было ни одного дьявольского существа. Ханли был весьма удивлен всем этим, но быстро принял решение. Давайте сначала поедем в ближайший город и выясним, где мы находимся. В отличие от того, когда Ханли в последний раз входил в царство старших дьяволов, теперь он находился на стадии Великого Вознесения, и рядом с ним был Дао Се, поэтому ему нечего было бояться, даже если бы он столкнулся с одним из 3 дьявольских патриархов. Таким образом, все трое отправились в путь, и, пролетев на запад не более половины дня, выражение лица Ханли внезапно слегка изменилось, когда он остановился в воздухе. Дао Се также остановился на месте, вглядываясь вдаль, в то время как Серебряная Луна оставалась в некотором недоумении, так как не могла видеть ничего вдалеке. «Что происходит, брат Хань? Вы с братом Се что-то обнаружили?» Ханли спокойно кивнул в ответ. «Что-то приближается впереди». Услышав это, Серебряная Луна слегка запнулась, прежде чем тоже поспешно устремила взгляд вдаль. Некоторое время спустя вдалеке раздался странный жужжащий звук, который становился все громче и громче, казалось, приближаясь к ним. Спустя несколько мгновений впереди вспыхнул духовный свет, и появилось несколько сотен полос света, прежде чем устремиться прямо к Ханли. Это были сотни дьявольских существ с разных основ совершенствования, и они бежали, спасая свои жизни, как будто их преследовало что-то чрезвычайно устрашающее. Пока Серебряная Луна задавалась вопросом, что же это могло быть за этими дьявольскими существами, впереди с громким жужжанием появилось массивное темное облако, преследующее дьявольских существ. Серебряная Луна поспешно влила свою духовную силу в глаза, внимательно всматриваясь в серое облако, отчего ее лицо тут же побледнело от ужаса. Серое облако состояло из бесчисленных насекомых странной формы. Размер насекомых варьировался от человеческого кулака до взрослого человека. Они имели либо крючкообразные шипы по всему телу, либо пасть, полную острых клыков, и их внешний вид сильно отличался от всех обычных дьявольских насекомых. Некоторые из крупнейших насекомых даже имели 2 головы, словно бы являясь вожаками роя. Перед лицом такого устрашающего облака насекомых неудивительно, что Серебряная Луна проявила такую ужасающую реакцию. Все насекомые в рое летали с разной скоростью, причем более крупные насекомые явно были быстрее, чем их более мелкие собратья. В мгновение ока некоторые из отставших дьявольских существ были пойманы более крупными насекомыми. У этих дьявольских существ не было другого выбора, кроме как сражаться, пока они бежали. Поэтому тут и там быстро вспыхивали жестокие битвы. Однако стоило этим дьявольским существам немного замедлить ход, как остальной рой насекомых тут же догонял и пожирал их. Раздалась череда мучительных воев, когда все отставшие дьявольские существа мгновенно исчезли в море насекомых, и выражение лица Ханли, наконец, слегка изменилось, когда он увидел это.
Он внезапно повернулся к Дао Сусе и спросил. «Брат Се, ты видишь какую-нибудь разницу между этими насекомыми и другими дьявольскими насекомыми этого царства? Их ауры разные, а их дьявольская ци довольно нечиста. Похоже, они родом не из царства старших дьяволов», — ответил Дао Се. «Понятно, значит, эти насекомые должно быть связаны с королевой стимбареров», — вздохнул Хань Ли. Услышав это, Серебряная Луна резко вздохнула. Королева стимбареров. Это существо, которое стоит за бедами царства старших дьяволов и заставило моего дедушку и старшего Мо войти в царство старших дьяволов. «Правильно», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. «Если эти насекомые связаны с королевой стимбареров, и они появились в царстве старших дьяволов в таких огромных количествах, значит ли это, что королева стимбареров уже сбежала из своей печати?» — спросила Серебряная Луна с напряженным выражением лица. «Не обязательно. Может быть, это всего лишь потомки королевы стимбареров», — ответил Хань Ли, покачав головой. Серебряная Луна хотела задать еще один вопрос, но за этот короткий промежуток времени более половины убегающих дьявольских существ было сожрано роем насекомых, и осталось только около дюжины. Все они были высококлассными дьявольскими существами, но были крайне растрепаны и имели на лицах ужас. Даже невооруженным глазом Хань Ли мог ясно видеть выражение лиц дьявольских существ впереди группы. Эти дьявольские существа были весьма ошеломлены, увидев троицу Хань Ли, парящую в воздухе, по-видимому, совершенно не обращая внимания на рой насекомых на расстоянии. Дьявольская женщина, на вид лет 20, настойчиво закричала. «Что вы там стоите? Стембарера здесь. Поторопитесь и бегите, спасая свои жизни». Сразу после этого она пролетела мимо троицы Хань Ли и продолжила бежать вдаль. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он бросил взгляд на облако насекомых, а затем внезапно взмахнул рукавом в воздухе. 3 миниатюрные горы тут же появились перед ним среди оглушительного грохота, и они мгновенно раздулись до десятков тысяч футов в высоту, прежде чем устремиться прямо к облаку насекомых. В то же время серые насекомые роились вокруг 3 гигантских гор и полностью окружили их. Хань Ли указал пальцем вдаль, и 3 горы начали вращаться на месте. Из черной горы исходил серый свет, и все насекомые, соприкоснувшиеся с этим серым светом, мгновенно исчезли. Тем временем, бесчисленные полосы невидимого меча Ци высвобождались из лазурной горы, разрезая бесчисленное количество насекомых на расчлененные куски, которые лились сверху вместе с потоком зеленой крови. Что касается пятицветной горы, то она выпускала сияющие пятицветные нимбы, которые мгновенно превращали всех насекомых на своем пути в фарш под череду мучительных воев. В мгновение эка 3 огромных участка в море насекомых были очищены. Независимо от того, сколько насекомых устремилось к 3 гигантским горам, они все без исключения были убиты. Вскоре после этого рой серых насекомых стал крайне редким. Внезапно одно из оставшихся двухголовых гигантских насекомых издало пронзительный крик, и все насекомые тут же развернулись и убежали. Глаза Хань Ли слегка загорелись, когда он увидел это, и он сразу же указал пальцем на черную гору вдалеке. Черная гора мгновенно исчезла во вспышке серого света по его приказу, а затем без всякого предупреждения появилась над двухголовым гигантским насекомым вместе со вспышкой пространственных колебаний. Серый свет вырвался из-под черной горы, и гигантское двуголовое насекомое успело только издать отчаянный крик, прежде чем оно исчезло среди серого света вместе со всеми другими насекомыми вокруг него. В этот момент оставшиеся насекомые уже убежали вдаль и быстро скрылись из поля зрения. Хань Ли, похоже, не собирался продолжать преследовать этих насекомых и просто беспечно махнул рукой в сторону. 3 гигантские горы быстро уменьшились примерно до фута в высоту каждая, а затем растворились в воздухе. В следующее мгновение в одном из рукавов Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и 3 миниатюрные горы появились снова, а затем снова исчезли в мгновение ока. Прошло всего несколько вздохов с тех пор, как Хань Ли впервые выпустил свои 3 крайние горы, и дьявольская женщина, которая бежала, спасая свою жизнь, бросила быстрый взгляд назад, после чего чуть не упала с неба. «Как это возможно?» — воскликнула женщина с недоверием в глазах. Остальные убегающие дьявольские существа слегка запнулись, услышав это, затем также обратили свое внимание в том же направлении и, естественно, тоже были ошеломлены. Ужасающий рой насекомых, преследовавший их, внезапно бесследно исчез, и все они остановились, прежде чем с удивлением взглянуть на троицу Хань Ли. Было ясно, что эти трое имели какое-то отношение к внезапному исчезновению роя насекомых. Дьявольская женщина первой пришла в себя и внимательно оценила троицу Хань Ли, размышляя, стоит ли ей приблизиться к ним. Прямо в этот момент голос Хань Ли прозвучал в ушах всех дьявольских существ в группе. «Пожалуйста, подойди сюда. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать». Сердце дьявольской женщины слегка вздрогнуло, услышав это, и она сделала, как ей сказали, после недолгого колебания. Другие дьявольские существа не осмелились ослушаться приказа Хань Ли и тоже подлетели к нему.
Хань Ли с легкостью уничтожил облако насекомых, так что он определенно был слишком силен, чтобы они могли ему противостоять. Дьявольская женщина прибыла первой и не осмелилась подойти слишком близко, поскольку почтительно отсалютовала с расстояния около 70 футов. «Спасибо, что спасли нам жизни, старшие». Она была совершенно не способна определить основы совершенствования троицы Хань Ли своим духовным чутьем, и это побудило ее действовать еще более уважительно.